Добрый день, дорогие подписчики, телезрители моего канала. Рад вас приветствовать на моем YouTube проекте, на канале, где я занимаюсь реальной помощью и реальной работой. Значит, это какого? На данный момент ко мне обратился человек, ему уже около 40-45 лет. Достаточно симпатичный парень, он живет в другой стране. Обратился он, в принципе, совсем с другой задачей. Да, изначально он обратился, что девушка, симпатичный парень, достаточно, не сказать, что успешный, но обыкновенный мужчина, но симпатичный, нормальный, добрый мужчина, без каких-то заебов и претензий на что-либо. Вот, извиняюсь, у меня тут небольшой пожар, как всегда, случился. К сожалению, в моих видео часто бывает, что у меня что-то загорается. Последний раз у меня тут чуть ли не сгорел офиса, но мои друзья отстояли офис, и, к счастью, мы обошлись маленькими потерями, и у нас не так много всего сгорело. Вот. Обратился мне мужчина разобраться в ситуации изначально, что женщина от него просто бегает, что она ее любит, в принципе, у нее нет других мужчин, и она то с ним, то не с ним, и постоянно от него убегает. Ну, изначально он просто просил провести консультацию. Во время консультации я понял, что на нем, это достаточно редкое, повторяюсь, явление, на нем проклятие, которое приходило из поколения в поколение на всех мужчин его рода. Также, значит, это какого, и в его там 43-44 года, у него за все его время нормальный совершенно мужчина, без приключений, без заебов, ни много ни мало зарабатывает нормально, может, извиняюсь, может обеспечить своего любимого человека, не может найти свою пару до 45 лет, то есть у него нет детей, нету жены, хотя он с 20 лет мечтал иметь отношения. Все женщины от него как от огня бегут. И даже те женщины, которые влюбляются, они могут проводить с ним там какой-то промежуток времени, там несколько недель, не более того, потом у них что-то происходит с головой, их клинит, они уходят, приходят, и так за все его 45 лет было раз 20 или 30. Все женщины просто от него в итоге бежали как от огня. У него не получалось никак построить никаких нормальных отношений, ни семьи, ни детей у него нету. Вот. И все женщины от него просто убегали и сходили с ума. После просмотра оказалось, что на нем родовое проклятие, которое было наложено еще на его отца. Отец тоже, оказалось, страдал, то есть он тоже не был в нормальных отношениях. С матерью у них были отношения всего полгода. И вот получился мой клиент, скажем так. И также у него не получалось ничего. После просмотра оказалось, что это проклятие по мужскому роду распределяется так, что не дает возможность иметь полноценную семью, полноценные отношения, полноценную любовь. И очень тяжело вообще в принципе завести потомство. Да, это было, наверное, случайность, вот, то, что появился мой клиент, скажем так. Вот. И после того, то есть он искал, самое интересное, он искал проблему в себе, он не искал проблему в магии, да, он не думал, что на него что-то сделано, или, что ему эта проблема досталась через род, вот, через поколение, скажем так. Оказалось, что это достаточно редкий случай, сразу предупреждаю, да, то есть из 100 человек там в реалии, на которых такое проклятие, которое обращается, там 5-10 человек. Вот. И в данном случае я предложил человеку убрать проклятие, и чтобы он быстрее мог завести отношения, потому что
те отношения с той женщиной, с которой он поддерживал, непонятные, да, грубо говоря, неделю вместе, месяц не вместе, они там длились год. Они наверняка, ну, на тот момент на данный момент они уже достаточно испорчены, поэтому я предложил сделать заговор на привлекательность, чтобы женщины искали с ним встреч, знакомства, пытались познакомиться, чтобы выбор был большой, и снять это проклятие, чтобы женщины вообще могли находиться с этим мужчиной, и он мог продолжать свой род и быть счастливым мужчиной, полноценным человеком. Вот. Так что вот такие истории тоже бывают, когда люди 45-50 лет, хотя они совершенно адекватные, симпатичные мужчины или женщины, без заебов, без каких-то эксцессов в голове, проблем, не бедные, с руками, которые готовы что-то дать человеку, который рядом, от них просто бегут женщины или от женщин мужчины. Да, такие ситуации бывают. Вот. В данном случае это оказалось родовое проклятие. Вот. Сейчас мы его будем снимать. Поехали. Часть мы уже сняли, то есть часть работы мы уже сделали. Сейчас мы продолжаем нашу работу. Вот. Сейчас мы все проклятие, все проклятие, которое было в нем, запихаем вот в эту штуку, которую мы уже я сделал, и с ней работал уже неделю почти. Так что вот так вот. Сегодня мы почти окончательный этап. Почти все мы из этого мужчины уже высосали. В промежутках работы человеку уже стало намного легче. И та женщина вернулась. Так. Вот. Так что я надеюсь, что у него все будет хорошо после того, как мы закончим эту работу, и он будет счастливым, полноценным мужчиной. Поехали. И также всем скажу, подписывайтесь, ставьте колокольчик, лайк, обязательно оставляйте свои комментарии, то, что вы думаете о моей работе. Многие говорят, почему вы не одеваете балахон, ну и, скажем так, не пользуетесь атрибутами, которыми обыкновенный человек, не сведущий в магии и в той работе, которую я делаю, большинство людей думает, что я должен носить балахон, тут у меня должно быть куча ритуальных каких-то вещей, которые в принципе не ритуальные, а просто для вида были придуманы людям. Вот. Так вот, я занимаюсь реальной помощью, реально помогаю, поэтому я не занимаюсь вот тем, чтобы показать вид, что я что-то делаю. Так как я уже работаю больше 20 лет, первые приемы я принимал лет 16-17, и это было не за деньги, большую часть я принимал бесплатно, друзей, знакомых, параллельно занимался в те времена бизнесом, я вырос в достаточно бедной семье, мать у меня тоже занималась магией, помощью людям, в принципе, в бесплатном формате, скажем так. Она занималась древнеязыческой русской магией. Вот. Поэтому я опыт тем, чем я занимаюсь, уже больше 20 лет. Почти 23-24 года я занимаюсь реально черной магией, магией Вуду, любовной магией и разными направлениями. Вот. Значит, те, кто хотят, чтобы я делал вид, я сожалею, что попали не туда. Именно делать вид для того, чтобы была красивая картинка, я не буду. Я уже заработал за это время свое имя,
и себя, и меня знают очень хорошо. Я делаю реальные дела, а не фантастические. Я немножко уставший, поэтому не так много будет общения у нас сегодня с вами. Прошу вас прощения, потому что сейчас уже достаточно поздно. Я немножко подустал, но за сегодняшний день очень много работы было. Прошу не судить меня строго.